Ох, какая красота! Какие виды! Люблю Рязанскую область. Замечательно. Просто супер. И погода шикарная, и природа красивая. А что мы здесь забыли? Вы спросите нас. А все просто. Посмотрите вон туда. Вот туда, да. Там машина, на которой мы приехали. Видите, да? Вот там провода. А вот туда посмотрите, видите? Поезд ушел. А значит, что мы приехали снимать поезда. И не простые поезда снимать. Не всякие вот эти вот синары туда-сюда снующие. А можно сказать, уже настоящие раритеты. Последние эрочки Рязанской области. Ведь на текущий момент все здесь они сконцентрированы. Все 4. Все. И, между прочим, одну мы уже сняли. Но, правда, в другом месте. А теперь мы приехали вот сюда и попробуем снять еще одну. А получится ли это у нас или нет? Увидите дальше. С вами Автобус Мастер И Игорь Абросимов. на канале Блог ЖД Фотографа. Блог ЖД Фотографа, канал о поездах и городском транспорте. Подписывайтесь и смотрите кучу классных видео об автобусах, троллейбусском метрополитене, возможно, самолетах, о поездах, о железных дорогах и всем таком прочем. С 2020 года. Чисто гипотетически, как пройти к платформе удобным путем? Только по шпалам. Интересно, когда здесь сделают бетонную дорожку? Наверное, в прекрасной России будущего. Еще одно странное решение на платформе 227 километр. Почему-то эта будка стоит не напротив лестницы, что мешало поставить ее вон там, чтобы пассажиры могли сразу чпок-чпок-чпок и побежать на лестницу. Не очень понятно. А также отсутствует пандус вот здесь. Замечание. Так и запишем. Журнал замечаний. Отсутствует пандус, чтобы можно было... Хотя, камон, какой пандус, если здесь ездят высокопольные старые электрички? В принципе, учитывая, что здесь не низкопольный подвижной состав, на это все можно закрыть глаза. Потому что даже если бы здесь было нормальное благоустройство к платформе, это бы не помогло, потому что все равно, как залезть с тяжелыми вещами в R2R, ВД-4М и во все остальное, что здесь ездит. Местное расписание пригородных поездов. Довольно много здесь пригородов, надо сказать. Представлены они шестивагонными электричками. А еще здесь чудесный пейзаж. И обратите внимание, там есть интересная опора контактной сети. То есть балка, при этом она находится не на станции, а на перегоне. Не часто такое встречается. Гораздо чаще вот такие вот обычные столбы. Ну и, конечно же, чудесные пейзажи Рязанской области. Рязанская область, ну, в принципе, Тульская и все остальные области России – one love. Так, кажется, блог пошел не по правилам. И я хотел совершенно другое рассказать. А не вот то, что здесь это не так, и то не этак. Мы приехали к платформе 227 километр. Зачем? А затем, что там есть вот такая замечательная выемка, с которой вот почти вот столько фотографий. Ну, почти. Я ровно нашел одну. И мы приехали сюда, собственно, чтобы попробовать здесь снять эрочку. Потому что эрочка, снятая на выемочке, в такую прекрасную погоду, это просто конфетка. А вот это все, вот это вот не так, и вот это вот не то, это вообще все.
База для тех, кто на этом канале впервые и вообще не понимает, что происходит, какие эрочки, какая железная дорога, какие фотографии. Дело в том, что Рязань — это последнее место в России, где до сих пор ездят рижские электрички R2R. Естественно, не так давно, например, в 2016 еще году, это были очень распространенные электрички в Подмосковье, в Ленинградской области и вообще по всей России. Сейчас же это единичные экземпляры. И мы решили приехать в Рязань, чтобы на память сфотографировать последние рижские электрички. Раньше здесь был железнодорожный переезд, вот с одной стороны насыпь дороги, вон с другой. Ну тут уже почти ничего не видно. Осталась даже вот будка дежурного по переезду. Вот она дорога, которая раньше пересекала железнодорожный путь. И вот бывший переезд. Вместо переезда теперь здесь воткнуты шпалы. Кстати, еще один интересный элемент благоустройства. Просто идеальный настил. К сожалению, ведущий из ниоткуда в никуда. Сейчас на дворе 7 июля, и можно наблюдать буйную растительность. Посмотрите, сколько здесь красивых цветов. Вот это, по-моему, называется цикорий, а это, я не знаю, что такое. Это тоже какие-то зонтичные. Блог ЖД-фотографа. Теперь и ботаническая рубрика тоже. А почему бы нет? Красиво же. А коль скоро электричка у нас через час, можно посмотреть на местную живность. Ну-ка, кто там стрекочет? Ладно, лень искать. Как уже сказал автобус-мастер, мы находимся на железнодорожной линии Рязань, Рузаевка, Саранск, и далее она идет туда, на Урал, и далее по списку. Какой подвижной состав встречается здесь? Грузовые электровозы — это 2С6. Настолько скучно, что мы их даже не фотографируем. Также здесь до сих пор встречаются ВЛ-10У, но пока что мы не видели ни одного. Из пассажирских локомотивов ЭП-2К, а если повезет, то ЧС-7. Но сегодня днем ближайший пассажирский будет часа в 4, поэтому не факт, что мы его вообще увидим. Ну и самое интересное — это, конечно, электрички. ЭД-4М, хотя нет, ЭД-4М это не так интересно, а вот R2R, они очень даже крутые. Хотя им место в музее, а не на железных дорогах, но тем не менее. А приехали мы сюда на автомобиле Хавейл Джолион. И это новая рубрика Топ Гир. Сейчас, я не придумал шутку, как увязать Топ Гир с моим именем. Топ Игорь. Короче, заставка. Машину мы арендовали в каршеринге City Drive. И в этой связи у меня для вас две новости. Первое. Теперь в City Drive можно арендовать машину вообще без стажа вождения. Так что регистрируйтесь, даже если вы получили права вчера. При регистрации вы можете ввести мой промокод, который даст вам скидки на первые 2 поездки. Ну а я получу драйв-бонусы, которыми смогу оплатить поездки. А также, если вы готовы раскошериваться, то вы можете ездить в такие поездки на каршерингах со мной. Для этого напишите мне в социальной сети любым удобным способом. Что из себя представляет Хавейл Джолион? Ну, что касается внешности автомобиля, то мне она как-то не очень заходит. Ну, серьезно, что это? Хотя кому-то, может быть, и нравится. Но давайте же посмотрим, что у него внутри. Потому что, как говорится, какая разница, как выглядит автомобиль, если ты все равно едешь внутри и, ну, по сути, не видишь, что происходит. Внутри здесь все по красоте. Есть даже руль. Есть вот такая переключалка передач. Точнее, не передач, а селектор направления. Что мне в этом автомобиле больше всего не нравится, так это отсутствие удобного климат-контроля. То есть здесь нету никаких кнопочек или крутилочек. Когда ты не отвлекаешься от дороги, раз подкрутил температуру, поток воздуха, ничего этого здесь нет. Вместо этого нужно нажать вот сюда и уже потом здесь что-то выискивать и регулировать здесь, отвлекаясь таким образом от дороги. Дизлайк вот за эту функцию. Также здесь немножко смущает вот эта крутилка, но это скорее дело привычки. Это не является неудобством, просто это непривычно, что передача переключается вот этой крутилочкой. Приборная панель здесь меня вполне устраивает. Мне больше нравится, когда стрелочки есть живые, чем когда на приборной панели цифровой экран. Так что за приборной панелью лайк. В принципе, салон довольно просторный, удобный. Как тебе? Нормально. Ехать вполне себе комфортно. Моя оценка Хавейл Джолиону 8 троллейбусов Шкода из 10. Машина удобная, комфортная, но за то, что у нее не очень красивая внешность, а также за неудобный климат-контроль, я отбираю у нее 2 балла. Это была новая рубрика Топ Гир. Не придумал, короче, прикольный слоган. Заставка.
Основной локомотив на данном участке и на всем полигоне Куйбышевской, Южноуральской и частично Московской железных дорог ныне электровоз 2С6 Синара, который мы так полюбили еще в 2021 году в Новосибирске, где кроме них ничего нельзя было встретить. И здесь, по сути, почти такая же нынче картина. Да, синдром 2С6 начинает давать о себе знать. Еще пару часов, и у нас будет нервный тик. 2С6. Опять 2С6. Итак, до электрички целый час. Хотя нет, наверное, чуть-чуть меньше. Но все же давайте посмотрим, какая живность есть в этих местах. Потому что, а вдруг меня смотрят какие-нибудь любители природы, которые проводят исследования, чтобы выяснить, где какие таракашки живут. Так вот, специально для них давайте же посмотрим, какие таракашки живут здесь, в Рязанской области. Так, пока что таракашки не обнаружены. Итак, что у нас тут есть интересного? Это что, муравейник? Нет, это просто куча. Так, здесь должен быть какой-нибудь классный большой паук на паутине. Так. Ищем. Так. Ага, какая-то большая летающая штука. Бабочка называется. Ага, я нашел животное. Вот, натуралисты, записывайте. Здесь есть вот такая бабочка, как называется, не знаю. Но теперь вы знаете, что она здесь живет. О, ужас, кто-то выбросил здесь бутылку. Кто, если не мы, уберем ее отсюда и очистим природу. Где-нибудь выбросим потом. Итак, до электрички у нас осталось довольно мало времени, минут 10, и мы отправляемся на точку съемки, вот на ту выемку. Традиционно напоминаю вам, что лучшие фотографии получаются с возвышенности, потому что с возвышенностей виден пейзаж. К тому же, находясь на выемке, вы находитесь одновременно далеко от путей, поэтому никаких вопросов, что типа вы там ходите по путям и прочее бла-бла-бла, к вам возникнуть просто не может. И вы не будете раздражать локомотивные бригады, поэтому фотографируйте всегда с высоких точек. Это и красиво, и безопасно. Сейчас идеально ясный солнечный день, и если вам интересно, какие настройки нужно выставлять на фотоаппарате, чтобы сейчас сфотографировать, то вот. Я поставил чувствительность 200, выдержка там 500 и диафрагма 7.1. А фокусное расстояние от 50 до 70 мм здесь будет. Час икс пробил, и, увы и ах, Эрочка не приехала, а приехал Демих. В таком классном месте и Демих снять не грех. Ну да, я с тобой согласен на самом деле. А для тех, кто здесь в первый раз, напоминаю, что демихами называются электропоезда ЭД-4М на жаргоне. Причем это был не какой-то там обычный демих. Это был старый демих 59, у которого форточки еще вверх открываются и обеспечивают нормальную вентиляцию салона, а не ту, которая появилась с откидными форточками. Надеюсь, что человек, который придумал в ЭД-4М откидные форточки, ездит в них каждый день с Ярославского вокзала. Мы подождали 15 минут, и грузовой поезд следом за электричкой все-таки проехал. И нам повезло, потому что повез его ВЛ-10У, уходящая эпоха, который уступает место электровозам 2С6. Ура! Мы сфотографировали ВЛ-10У! Кто бы мог подумать, что когда-то я произнесу эту фразу. Ведь лет 10 назад я бы даже и носом не повел. Что? Не круглоглазый ВЛ-10, сказал бы я лет 10 назад. Это мы не снимаем. А сейчас сняли. И вполне довольны, хоть он в корпоративных цветах. Сейчас мы поедем на другую точку, но перед этим хотелось бы обратить внимание на вот этот потрясающий красоты пейзаж. Как красиво. Огромная такая насыпь, небо, цветочки. И вот если бы здесь не было платформы, получилась бы просто прекрасная фотография. А так, если локомотив подпускать, он будет заслонен платформой, а если ловить его дальше, то там уже будет сложно столбы вписать в кадр. Так что, к сожалению, фотографии здесь я, например, не вижу, как здесь классно сфотографировать. Может быть, вы сюда приедете и найдете подходящий ракурс. Вот такая замечательная дорога у нас
на пути к очередной точке съемки. Просто автобан. Прям шикарно вообще. А вокруг поля засажены какой-то культурой. Сними. Дорога до цели стала еще более... Живописный. Пожалуй, да. Мы продолжаем нашу бессмысленную, беспощадную гонку за электропоездами R2R. И мы в очередной раз сменили место, однако остались на том же перегоне. Но на каком я не скажу. И не скажу не потому, что я не хочу раскрывать информацию, потому что информацию о конкретно данном месте я в свое время узнал благодаря фотографиям Робин Черенова, которому надо сказать большое спасибо за это. Ну а если говорить конкретно, то это место находится недалеко от станции Перевлес, которая вот где-то там. И в ближайшее время у нас должны проехать две электрички. Одна с Рязани на Сасово, другая с Сасово на Рязань. Вот так интрига, какая из них будет R2R? Или может быть опять никакая? Очень бы не хотелось. Ну, наберемся терпения и понадеемся, что нам все-таки повезет. А пока мы ждем электричку, посмотрим, какая живность обитает здесь. Там, я слышу, трещит кузнечик. Вот бы на него посмотреть. Какая здесь глубокая трава. Надеюсь, тут не живет какой-нибудь кусало. Так, он где-то там. Сейчас я его найду. Где эта зеленая хитрая штука? Прояви себя. Муха, что ты делаешь? Так, а этой штуке чего нужно? Что ты делаешь, штука? Тебя как звать вообще? Что ты такое? Во, не, ну ты видел, что это? Что это за гигантская штука? А это что за крендель? А тебе чего нужно? Муха, что ты здесь делаешь? Блог ЖД-фотографа, канал еще и для любителей биологии, по ходу дела. Демих опять. Блин. Пока что нам не везет. Мы приехали в эту чудесную локацию, но вместо R2R приехали две D4. Это же просто кринж! Или кек? А, все-таки кек, да? Короче, не зачет. О, у нас тут гость. Бронзовка. Мы вернулись на платформу 221 километр, чтобы здесь фотографировать электричку, которая едет в Рязань из Сасово. Надеюсь, это будет Эрка. Та же самая выемка на перегоне Листвянка-Перевлес. Кстати, у этого перегона интересная история. Дело в том, что до 1959 года он имел другую трассу, которая проходила вдоль реки. Но перегон начало подмывать из-за ошибок проектирования, и поэтому пришлось строить новую ветку, вот эту. При этом аварийный участок на старой трассе закрыли, но оставили два огрызка перегона Листвянка-Гавердова и Перевлес-Ясакова, куда запустили электрички. Что удивительно даже по меркам Советского Союза. То есть, еще раз, они сохранили движение на двух тупиковых ветках, на концах которых даже нет станции, а просто обычные реально тупики, даже нет путевого развития. И электрички на обеих ветках ездят до сих пор. Вот фотография с ветки Листвянка-Гавердова 2013 года, я ее сам сделал. А вот фотография с ветки Перевлес-Ясакова. Мы, к сожалению, туда сегодня так и не доехали, потому что у нас не так много времени. А между тем, туда проехала целая R2R 7078, которую я успел сфотографировать только на телефон, потому что не был уверен, что будет именно R2R, поэтому почему-то прошелся без фотоаппарата, в итоге остался без нормальной фотографии. Кринж, да и только. А пока электрички нет, я хочу напомнить, что если вам нравится мой контент, то вы можете поддержать мой канал монетой, чтобы я быстрее монтировал свои видосы.
Вы можете это сделать через VK Donat, но будет лучше, если вы подпишетесь на Boosty по ссылке в описании. Дело в том, что на Boosty я выкладываю гораздо больше контента для спонсоров. В частности, там есть длинная версия обзоров городов. А еще обзоры городов выходят на Boosty гораздо раньше, чем на YouTube и на Дзене. Например, обзор Еревана, полуторачасовое чудесное видео с метрополитеном, с троллейбусами, с автобусами, с маршруточками, с поездами, с детской железной дорогой и с прочими интересностями Армении уже вышло на Boosty. Вы можете посмотреть его прямо сейчас по ссылке в описании, либо по подписке, либо за микроскопическую разовую оплату. Есть и другие способы поддержать мой канал. Купить авиабилеты на сайте Aviasales по моей ссылке, забронировать гостиницу на островке по моей ссылке. Также есть сувениры, кружки, открытки с поездами и другим транспортом. Поэтому переходите по ссылкам в описании и поддерживайте мой канал монетой. Ну что можно сказать? Это успешный успех. Вот так надо, товарищи, ездить в Рязань. Не на Рязань лесок снимать, непонятно что, непонятно как, а вот здесь. Мы хотели снять эрку, мы сняли эрку. И даже не одну, а две. Ну я-то снял 3, потому что, ну хотя ладно, 3 на телефон. Одну мы сняли крупно, так сказать, крупным планом в менее, может быть, кошерном месте, а другую на этой замечательной выемке с таким прекрасным закатным уже светом вечерним. Ну, конечно, не совсем закатный, но уже такой вечерний, желтенький, прям вуаля, просто супер. Я доволен, я считаю, что это успешный успех, поездка полностью оправдалась, цели достигнуты, и теперь можно со спокойной душой на это все большой и ехать домой. Хотя, блин, там на Ясакову шла эрка, на тупиковую Пердеевскую ветку. Как же хочется все-таки ее там сфотографировать. Ну ладно, я сильнее этого, я поеду домой к семье. Все, едем домой. А я напоминаю вам, что вы можете точно так же ездить со мной в разные мини-путешествия на каршеринге. Для этого напишите мне в любые социальные сети, любым удобным способом. Но это, естественно, за бабки уже. Нужно будет скидываться на аренду автомобиля. Вообще, дожили, да? Дожили до того, что надо ездить по Рязани РДВР снимать. Ну да, а раньше можно было типа просто на вокзал Савеловский перейти, там тебе РДВР. А с вами были Автобус Мастер, Игорь Абросимов на канале Блог ЖД Фотографа. Подписывайтесь, смотрите другой контент про поезда и городской транспорт на этом канале. Пишите в комментариях, как вам такой упрощенный формат. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Всем пока. Да, всем пока. Эту бутылку я тоже забираю. Так, я еще хочу пожаловаться на дороге Рязанской области. Вот я понимаю, что это городская черта, но почему вот на этой дороге ограничение 60? Ставьте лайк, если согласны в том, что здесь можно разрешить ездить 90, потому что здесь нету ни тротуаров, ни домов, ничего здесь нет. Да ё-моё. Потому что камера. На 60. На 60? Почему здесь 60? Вот как же меня 210. бомбит, кошмар. 210 Ух ты, там 210. Скорее так. Как же меня бомбит, что здесь 60. Вот на этой дороге 60, блин. Потому что вы в городе, ну. Бомбящий ты мой. Тогда уж, если здесь 60, тогда давайте вот зебры здесь нарисуем. Вот эту берем, а зебры нарисуем вместо вот этого уродства. Если тут все равно 60, здесь никто не гоняет. Кошмар. Это уже не смешно. А я серьезно говорю. Ладно.